Я очень сильно люблю писать натюрморты в незнакомых для меня местах с незнакомым художественным фондом, да, натюрмортным фондом. Но главное даже не в предметах, а в среде. И на академичке, где я провел класс, мы с Галиной, со студенткой, которая приехала из Уфы на класс, писали в мастерской натюрморт. Ночной, вечерний. Когда за окном темнело и потом стало темно совсем. И вот эта возникшая история со сложностью передачи заднего плана, темного плана, но не через черный, а через цвет, захватывающе интересно. И в конце ролика я покажу фрагменты, как это делалось. Видана солнечная, сейчас на Бали. Но смотрю вас, и хочется срочно вернуться домой, к краскам, рисовать. Спасибо за настроение. Так на Бали же там вообще художническая тусовка огромная. Мне знакомая там живет, рассказывала. Звала в гости. И краски, и холсты, там все продается. Пишите там. Зачем сюда? Здесь сейчас промозгло. Ну, не очень, по сравнению с Бали. Можно, конечно, поменяться, вы сюда, а я туда, по обмену. И мне было бы повеселее, покупаться можно. А здесь сейчас начнется зима валенки, вот эта телогрейка. Мы так устроены, нам хочется противоположного. Если жарко, тепло, море, пальмы, вот это песок, вот это надоедает. Хочется зиму, конечно, прям окунуться в снег, ну, побросаться снежками, и Новый год, и все такое. Я вас очень хорошо понимаю. Давайте меняться. Елена Мацкиев, очень интересная тема про исправление ошибок. Есть американский журнал, один, который я выписываю. Так вот, там долгое время была рубрика про ошибки. Зрители присылали работы, а художник их комментировал и выкладывал разбор. Читать и рассматривать очень увлекательно. Так вот, я заметила, что 99% ошибок на тон. Лена, уверен, что так оно и есть. Кажется, что тон вижу, все в порядке, но вот почему-то мы делаем все время ошибки. Нужно их не делать, развивать более тонкое видение. Вопрос практики и такое скрупулезного отношения к вот попал я или не попал, к правильности. То есть не успокаиваться раньше времени, а все время проверять, пока ты не увидишь, что вот, прям вот работает, ты убежден, что это вот пейзаж на картине, он тебя убеждает правдой. А это все в тональных отношениях. Наталья Боровская. Вячеслав, что вы делаете с неудачными работами? В клочья рву, сжигаю на кострах. На ваш взгляд, конечно, дарите. Как можно дарить, если она неудачная? Убираете в шкаф. Убираю в шкаф. Это какие шкафы нужно иметь? Или еще чего-то. Переписываю, например. Может быть, даже если они пастозные какие-то неудачные, переворачиваю на другую сторону. А чего? Что пылиться-то этому холсту? Жалко, пропадает. Не выбрасывать же. Просто пойдет на какие-то работы. Порезать его можно мелко. Но у меня просто они иногда стоят и ждут завершения. Либо перелицовываю. А вы что делаете, друзья, под кроватью, в пыль? Расскажите. Может быть, кстати, будет какой-то обмен опытом, и мы все будем делать так же, как вы. Есть по-разному неудачные. Есть сильно неудачные, есть не очень сильно неудачные, которые можно исправить. И исправляю себе. Я думаю, у каждого из нас накапливаются неудачные работы. Это действительно может быть так, не проблемой, но и задачей, что с ними делать. Да. А времени на все не хватает исправлять. Там тысячи исправлений, тысячи холстов стоит неудачных, а один хороший. Это нормально. Так его и надо показывать, вот этот один. Но для того, чтобы он получился, нужно 1000 испортить, а может и больше. Друзья, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Код QR на экране. Татьяна Евдокимова недавно посмотрела более расширенно работы Станислава Жуковского. Очень интересный художник, и я тоже так думаю.
его живопись созвучна мне и мне. Еще Крымов. Когда же будет выставка его работ? Последний раз была в 80-х годах. Как вам живопись этих двух художников? Ну, это великолепно. И Крымов вообще очень так целостно. Ну и Жуковский. Такая более реалистическая живопись. Да, это наше кладовая искусства, ну, я имею в виду человечество. Благодаря живописи мастеров, их огромное количество, мы с вами растем. Нам легче идти по проторенной дороге. Харри Смит, собираюсь на вашу выставку в Санкт-Петербург. Подскажите, пожалуйста, а на открытие 5 числа, в 17 часов, кстати, это галерея живописи 20 века, приезжайте. Можно прийти? Может прийти любой, или все по записи, или платно. Приходите бесплатно, конечно же, это же открытие. Жду вас с нетерпением, я буду на открытии, и увидимся. F5 премного благодарен за разъяснение, что необходимо быть разнообразным в манере и стиле своего письма. Надеюсь, правильно понял, что надо быть в постоянном поиске техники исполнения и пробовать писать по-разному, экспериментировать и не останавливаться на каком-то одном своем авторском стиле, манере письма или почерки. Такая концепция не чревата ли тем, что произведения не будут идентифицировать с моим именем или псевдонимом? То есть, если все произведения будут совершенно стилистически написаны по-разному, то как определять авторство? По подписи. А подпись нужно сделать яркой, узнаваемой, мощной, так, чтобы на века. Ну, Фешин, просто это же мысль Фешина, которая мне близка. Он говорил, что пишите так, чтобы каждая ваша новая работа не была похожа на предыдущую. Сохраняйте стиль, почерк. Почему? Как вам хочется, так и делайте. Не хочется делать эксперименты, не делайте эксперименты. Хочется, делайте эксперименты. Художник такое существо, но он как первооткрыватель, что ли, как Леонардо. Он не только какие-то конструкции делал, писал прекрасно. Или Микеланджело. Он говорил, что я не художник. Он не хотел вообще эту капеллу Сикстинскую расписывать. Он говорит, я скульптор. Что вы мне? Пришел к папе, говорит, здрасте. Он, здрасте. Потолок покрасьте. Пришлось красить потолок, чтобы он же обеспечивал там всех своих близких, родных. Ну, как-то семья большая. Надо деньги зарабатывать. Да и что заботиться, Жорж, о концепции, чревата она или нет, чтобы идентифицировали там на будущее поколение ваше произведение. Вы это или ленивый? Вот что об этом-то заботиться? Нет, ну я не прав. Если вам хочется заботиться, заботьтесь. Это же ваша жизнь. Вы же ее проживаете и беспокоитесь, чтобы вот имя было идентифицировано с произведением. Стало быть, нужно... То есть ты хочешь, например, писать более целостно, а ты себе не разрешаешь, потому что потом же не узнают, кто это, что это такое. Перестанут узнавать, дарить подарки, ну и все такое хорошее. Это ужасно. Поэтому, конечно, лучше делать то, что наверняка. Короче говоря, я, друзья, за то, чтобы слушать себя и не изменять, стиль это или не стиль, не изменять движению, импульсу, который внутри, собственно, и двигает нас к творчеству, к развитию. Это и есть наш главный стержень, двигатель. И если есть серьезная опора на мастерство, на фундамент, то, может быть, я захочу какими-нибудь точками сейчас точить. Ну и что? На этом прочном фундаменте мы можем построить любой красоты и стиля здания. Что скажете, друзья, на этот счет? Не забывайте свою работу делать. Это важно.
Предлагаю еще вам один ролик посмотреть на эту злободневную сегодняшнюю тему. 575. Менять манеру письма. Ну, пока.